позднее начало половой жизни. В этом видео я не буду говорить, это нормально, ненормально, хорошо это или плохо, без каких-либо осуждений, навешивания ярлыков. Это факт, то что у некоторых первый секс случается не в 12 лет, не в 14, не в 16, не в 20, а в 30, в 34 года. Сейчас я говорю и про мужчин, и про женщин. Причины, почему так получаются, они очень похожи, что у мужчин, что у женщин. Расскажу конкретный случай, кейс клиента. Клиент был полгода назад у меня, естественно, я это говорю с разрешения клиента. Он сам меня попросил об этом рассказать подробно в видео, почему так получается. В общем, пришел мужчина, ему 34 года, он девственник. И у него был намечен, он встретил девушку, у них все шло к интиму. Он боялся, обратился за помощью ко мне, и мы с ним работали по этому поводу. То, что 34 года, а он был девственником, у него впереди был секс, он не знал, как себя вести, что делать и почему так произошло. Конкретно в его случае, опять же повторюсь, я это говорю с разрешения клиента, он сам об этом говорил. Дело все было в физиологических причинах, была операция. Как только он устранил все проблемы, и благодаря терапии, благодаря тем практикам, методикам, которые мы делали, у него прошло все окей, и сейчас у него нормальная, полноценная половая жизнь. Вообще, если спросить там у знакомых, особенно если вот элементарный пример, не знаю, вот у мужиков так часто распространено, там, во сколько у тебя был первый секс? Кто-то скажет, у меня вообще в 14 лет начался, у меня там в 16, у меня в 12. Я сейчас думаю, ну как так, это вообще школьники, это вообще дети еще. Ну ладно, вот допустим мой личный пример, у меня первый секс был в 20 лет, даже там в 20 с половиной лет. Но это я сейчас говорю правду. То есть у всех все по-разному. И много мужчин на самом деле, сначала я расскажу про мужчин, потом про женщин, у которых по каким-либо причинам первый секс в 30, в 34, у кого-то и больше, кто-то до 40. И там же, и почему так получается? Много причин. Это и насилие в семье. Это и религиозные различные убеждения, это и травмы психологические, это различные страхи. Все случаи рассматриваются индивидуально. Тут нет такого, не знаю, каких-то универсальных, там, я не знаю, фраз, почему так получается. Все, опять же, индивидуально. Но важно понимать то, что таких людей много. И тяжело в 34 года начать половую жизнь. У тебя, естественно, много комплексов, страхов, сомнений, убеждений. Вообще, зачем мне это? А люди некоторые полжизни отрицают половую жизнь. Потом приходят к тому, что я хочу семью, я хочу отношения, я хочу ребенка, неважно, это мужчина или женщина. Я хочу секса. Но в голове куча ограничений, убеждений и так далее. И нужно с этим работать. Что тут нужно делать? Ну, тут нужно обращаться к специалисту за помощью, за поддержкой, за тем, чтобы сделать так, чтобы первый секс прошел нормально, чтобы подготовиться эмоционально, психологически, физически. Тут не нужно придумывать велосипед и каких-то правил таких, как я уже говорю, каких-то рекомендаций там с интернета. Будь расслаблен, там, не знаю, создай интимную обстановку, будь уверен в себе, убери все комплексы страхи. Это все ерунда, тут нужна работа, тут нужна терапия, тут нужна реальная помощь. И там, можете обращаться ко мне, к моим коллегам, кто с этим занимается. Вообще эта тема такая табуированная. И в обществе, если какой-то мужик, ну на самом деле стесняется очень много мужчин про это говорить. Если кто-то узнает то, что он 30-летний девственник, то и женщины на него будут смотреть как-то косым взглядом, и мужики его как-то будут осуждать. Хотя непонятно почему. Там, они не знают всей причины, они не знают, почему так получилось. Это такая тема очень табуированная, очень серьезная. Если говорить про девушек, то у девушек, вот у меня была девушка, наверное, месяца 3 назад. Опять же, это я сейчас говорю с разрешения этой девушки, с разрешения этого кейса. То, что ей больше 30, секса у нее ни разу не было. Она встретила парня, она хочет ребенка, и у них завязываются отношения. Почему у нее так почему у нее так произошло, то, что она до 30 лет не занималась сексом? Насилие в семье было. Была попытка изнасилования была. Ну, в общем, это все, опять же, это все индивидуально. Тут, опять же, и страх беременности, и страх заразиться
там, заболеваниями, которые передаются половым путем, и различные там, и социум очень много, как сказать, говорит там, как правильно, как неправильно, различные модели поведения. Многие этому подражают, тут и религиозные аспекты очень часто также влияют, и воспитание в семье, взаимоотношения в семье, что говорит мама, что говорит папа. Ой, в общем, это серьезная тема, и тут в этом видео никаких там инсайтов не будет, все разбирается индивидуально. Месседж этого видео, суть этого видео, то, что нужно обращаться за помощью. И таких людей очень много. И люди этого стесняются, когда им 30 и больше лет, а то, что они девственники, то, что у них не было половой жизни. Опять же, мы тут не вешаем ярлыки, это плохо, хорошо, как это влияет на организм там, и так далее. Это все индивидуально. Но важно понять то, что это все решается. И первый секс возможен после 30, и в 30 лет, и все будет окей, и нормальная половая жизнь будет, и беременность будет. Просто для этого нужно обращаться за помощью к специалистам, к сексологу, психологу и разбирать каждый случай, каждый кейс индивидуально. Я попрошу вас написать в комментариях, во сколько у вас был первый секс, и что вы думаете о том, о тех людях, как им помочь, по каким причинам у них, я думаю, сейчас много кто напишет, по каким-либо причинам, почему до 30 лет, или там, я сейчас условно говорю такую планку, 30 лет, у них не было половой жизни. Можете рассказать свои истории, можете поделиться. На самом деле это будет ценно, полезно для других, понять то, что они не одни, то, что таких людей много, и эта проблема табуирована, она большая. И когда люди откликаются, когда люди пишут искренне про это, становится легче, становится понимание, то, что я не один такой, и все проблемы решаемые. Спасибо большое. С вами был Сергей Витиченко, сексолог, психолог. Всего доброго, до свидания.